Всем привет! Сегодня у меня в работе вот такое интересное крыльцо. Оно отделано резиновой крошкой. И как видно, она уже такая вся потерлась. Ну и клиенту не очень нравится это. Мягко сказано, что не очень нравится. Потому что достаточно красивый дом, хорошая отделка везде и вот такое крыльцо. И попросили меня, соответственно, сделать арт-бетоном. Конечно, я сейчас все это буду демонтировать. Как я буду демонтировать, конечно, показывать не буду. В этом нет ничего интересного. Единственное скажу, что после того, как я отдеру всю вот эту крошку, потом везде я пройдусь металлической щеткой, на болгарку одену. Для того, чтобы вскрыть поры бетона. Потому что когда делают вот такую крошку, то бетон покрывают грунтовкой специальной полиуретановой, чтобы запечатать в нем поры. Она, во-первых, хорошо впитывается в поверхность бетона. И, во-вторых, она там остается, и уже потом к ней бетон не прилипает. Единственное, что прилипает, только вот такие покрытия. В общем, сейчас я начну демонтаж вот этого замечательного покрытия. А как оно будет выглядеть после того, как я сделаю арт-бетоном, вы увидите уже чуть позже. Такая небольшая для вас, так сказать, замануха, чтобы вы посмотрели ролик до конца. Подготовку я сделал. Как вы видите, уложил сетку, а то в одном из моих роликов на меня накинулись, что я сетку не укладываю. Вот, пожалуйста, сеточка есть, я показываю. В этот раз у меня камера не села. Все, сейчас начинаем заливать. А вы наблюдайте, заваривайте чаеху, берите печеньки, можете чипсики и смотрите, как другие трудятся.
Здравствуйте. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Обратите внимание на то, что здесь у меня лежит все под полиэтиленом, то, что я сделал. И здесь, видите, есть влага. Для чего я это делаю? И вообще рекомендую всем делать, и так делают. Это для того, чтобы бетон быстро влагу не терял. Потому что если он будет быстро влагу терять, соответственно, процессы в нем полностью как надо протекать не будут. Называется процесс гидратации бетона. То есть химические реакции пройдут быстрее, чем нужно, и он пересохнет. Чтобы такого не было, я всем рекомендую накрывать свою работу полиэтиленом, чтобы влага быстро не испарялась из бетона. Так в нем процессы протекают медленнее, то есть, по сути, они протекают именно в том порядке, в котором должны протекать. И у вас бетон будет в итоге прочнее. А тем более еще, если на улице жарко, получается, что как на производстве происходит горячая сушка бетона во влажном помещении. На производстве, скажем, если блоки делают из бетона или вообще бетонные плиты, то их сушат паром горячим. За счет этого достигается высокая прочность бетона. И здесь, по сути, можно сказать, практически тот же самый процесс происходит. Ну а я пока что сейчас все это открою, потому что мне сегодня нужно делать подступенок. То есть у меня горизонтальные поверхности сделаны, осталось сделать вертикальную. И потом в конце, когда я все это сделаю, я это опять все укрою. Пришло время делать подступенки. Как вы видите, здесь я набил сетку тоже. Для чего я это сделал? Здесь форма самого крыльца, она многоугольная, она не круглая. А клиент захотел, чтобы в итоге была скругленная форма. Соответственно, здесь есть такие места, где пустота. И здесь большой слой бетона будет. И для того, чтобы этот слой бетона не сползал, я здесь закрепил сетку. Все, соответственно, начинаю делать. Итак, наступил момент покраски. Сегодня у нас, кстати, прохладно. Как вы видите, я в свитере Фредди Крюгера. Так, ну это было небольшое лирическое отступление. Я уже все обклеил.
скотчем, чтобы нигде ничего не замарать. И сейчас буду приступать к покраске. Ну что ж, дорогие зрители, отделка крыльца арт-бетоном закончена. Оцените результат и не скупитесь на лайки.